Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителей моих каналов. Зимний сезон на канале наконец-то начался. Несколько раз порывался снимать что-нибудь на рыбалке, но снимать фактически было нечего, рыба не клевала. Первый лед прошел зря, вот на речке уже лед встал. Ну там утки, например, плавают. Поймать уток проще, похоже, чем рыбу. Довольно интересно. Лед вот недавно только встал, видите, пройти далеко не везде можно. Я вот издолбил все место вот тут впереди, практически не получив ничего. И тут, вот, видите, рыба пошла какая. Вот плотва, например, вот окунь. Ну, тут подлещик небольшой попался. И все это дело поймано на что? На ледовый мормышинг. То есть я ставлю обычную снасть для зимы, и она не ловит. А вот ставлю такую вот снасть и ловлю. То есть это был концептом изначально, но прижился. Сейчас я удочку, чтобы видно было, сделаю. Получается легкая блеснилка, безинерционная катушка Mitchell закрытая. Фрикцион работает, 0,12 флюорокарбон. Меньше я боюсь ставить, потому что, ну, все-таки нагрузка приличная получается. Трущихся частей много. Но она, видите, закрытая, поэтому можно класть на лед, не обмерзает леска. Сторожок оставлен, потому что хвостик здесь просто тонкий карбон и все этот углепластик. Ну и мормышка, стандартная пуля. То, что я ловлю. Мормышка недомушка, то есть это спаянная моими руками мормышка из пули для пневматики, и на этот и привязано два усика из люрекса. Почему-то у меня на это рыба лучше берет. Рыба очень капризная сейчас. Сейчас вот стоит лакиджоновский мотыль, видно там, наверное, эту мормышку, еле-еле прикусывает, 50% рыбы сходит. Ставил обычные мормышки зимние, в смысле зимнюю удочку брал. Одна всего поклевка была. А на эту хотя бы иногда рыба вытаскивается. Плюс еще, говорю, возможность ловить с помощью флюорокарбона и с помощью фрикциона. Интересно получается, ловить можно. Так. Довольно глубоко по нашим меркам, около 2 метров. Течение, и рыба, как ни странно, есть, но она очень пассивная сегодня. Ей не нравится вся эта погода. Ну, попробуем. И самое дурацкое, на какую-то там определенную игру оно не ловится. Оно просто вот прикусывает иногда попробовать, что это такое, тут все-таки мотается. И хват, видите, у меня пистолетный хват. То есть я держу не за рукоятку удилища, кто не в курсе, сейчас я там поверну, а за катушку. Леска между пальцами. И довольно удобно. То есть если рыба клюет и сопротивление оказывает, то фрикцион может вполне себе работать и леску сдавать. Опять же, если глубина большая, превышающая ваш рост, то вполне можно пользоваться рукояткой катушки, выматывая рыбу, соответственно, амортизируя удилищем. Все как мы привыкли, только удочка короткая. Ну и наличие сторожка. Но сторожок тут в основном для более деликатной игры. Ну и когда мы ловим мормышингом привычным нам, то есть летним, осенним, весенним, мы зачастую смотрим по леске поклевку. Не всегда в руку чувствуется, а вот по леске видно довольно неплохо. Здесь тоже, конечно, так можно, но я использую флюорокарбон прозрачный, и сторожок здесь вполне приемлем.
Оп. Тихо, тихо, тихо. Видали? Вот он, мормышинг ледовый. Красота. Грамм 300. Так. Ну что, продолжаем вымучивать. Течение, кстати, еще меняется, зараза. Я думаю, что там такое промелькнуло, а течение, оказывается, увеличилось неожиданно. Теперь надо найти лунку, где окунь или там еще какая-нибудь рыба захочет клюнуть. Пока у меня нос он начинает закладывать. Холодновато. Тихо, тихо. Подлещик. Интересно. За мной там из машины подглядывает кто-то. Я тут мерзну, а они кино смотрят на халяву. Так.